Дело в том, что очень часто женщины, они хотят быть красивой сегодня, или на завтра, или на послезавтра. И начинают совершать ошибки, которые заключаются в том, что женщина начинает голодать 40 дней, там, недоедать и так далее. Это все приводит в итоге к сбою абсолютно всех ритмов. Прогестерон уменьшается, появляются проблемы, связанные с менструацией, появляются проблемы, которые дисменорея возникает, появляются проблемы, которые связаны с или аменорея, появляются проблемы, которые могут быть связаны с остеопорозом, изменяются циркадные ритмы, то есть человек перестает спать по ночам, у него появляется целый ряд, истощается нервная система, появляются тики, начинаются заболевания позвоночника. Очень часто такое конкретное голодание приводит женщину к тому, что у нее появляется заболевание тазобедренного сустава. Это мной замеченный такой достаточно подтвержденный факт. Принимая людей на протяжении многих лет в офисе у себя, я столкнулся с проблемой быстрого женского похудения, когда женщина, принципиально ограничивая себя в пище на протяжении месяца или двух, очень теряла вес. Ну и это всегда завершалось проблемой тазобедренного сустава. Это гарантия всегда того, что при быстром, резком сбрасывании веса начинаются проблемы сустава, особенно таких глобальных, больших, тазобедренных, коленных, плечевых, появляются бурситы и так далее. Ну и для того, чтобы этого не было, я все-таки рекомендую понять, с чем связано все-таки наш набор веса и наше похудение. Дело в том, что если посмотреть на человека, то есть люди, которые могут кушать много и не поправляться. А есть люди, которые ничего не едят и при этом поправляются. С чем же это связано? Как правило, это связано с хорошей и правильной работой поджелудочной железы. Именно поэтому в случае, если у человека поджелудочная железа работает хорошо, то человек не набирает избыточный вес. Если же поджелудочная железа у человека работает недостаточно хорошо, то человек набирает избыточный вес. Почему поджелудочная железа работает плохо? Она работает, потому что в поджелудочной железе существует механизм реакции выделения инсулина, и это связано с кислотностью двенадцатиперстной кишки. То есть в случае, если у женщины или у мужчины стресс, повышается кислотность в тонкой кишке или в двенадцатиперстной кишке, и это все приводит к выделению инсулина. При этом глюкозы нет, инсулин уже в крови находится, и он накапливается. Второй вариант. Если углеводы женщина употребляет, но она употребляет эти углеводы без жиров, допустим яблоко, в нем же жира нет, то тогда яблоко такое может перевариться, и женщина такая может не поправиться. В случае, если яблоко заедается салом, или там, допустим, такие есть пирожные, бисквит, а сверху большой и толстый слой жиров, так вот, если углеводы употреблять с жирами, то обязательно человек будет поправляться. Но вернемся все-таки к поджелудочной железе. Нужно запомнить 3 фактора. Первый фактор. Начинайте кушать каши вместо картошки. Раз. Какие каши я рекомендую кушать? Мной замечено, я как человек вечно худеющий и как человек вечно сдерживающий свой избыточный вес, а я могу сказать, что мне есть чем похвастаться. В прошлом году в это же время я весил 117 килограмм, в этом году в это же время я сегодня взвешивался, вешу, стрелки весов показали 92,3 килограмма. Таким образом, я могу сказать, что это, в общем-то, доказательство, что на протяжении года достаточно эффективно и в мягкой форме можно избавиться от избыточного веса. И мои рекомендации. Первое, я рекомендую поддерживать поджелудочную железу. Сейчас мы к ней вернемся. Ну, о кашах. Я знаю 100%, что очень помогает мой рецепт кушать кашу. Какую кашу? Смешивайте 2 каши, рисовую с гречневой или гречей. Смешивайте гречу с рисовой.
Можно это делать так. Отдельно сварили рисовую, отдельно гречневую или гречу. И их между собой смешали. Кушайте такую кашу каждый раз перед приемом пищи. 1-2 ложки. И если хочется кушать, перед самым засыпанием. Утром в такую кашу можно добавить небольшое количество меда. Серьезно, не бойтесь, все в порядке. Также утром, в случае, если у вас нет запора, в такую кашу можно добавить финик. Тоже разрешено. Далее, второй вариант. От такой каши действительно очень худеешь. А если вы будете ее много кушать, то сможете определить, что это очень эффективный такой метод. Второе. Обязательно ешьте что-то, что печет на языке. Пусть это будет имбирь, пусть это будет перец красный, пусть это будет все что угодно, что горчица, хрен. Обязательно добавляйте себе в пищу. Горчица, хрен, пекучие какие-либо соусы. Если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Третье. Обязательно заваривайте или не заваривайте, а засыпайте 1 столовую ложку семян льна, заливайте кипятком. Когда остывает, съедайте 1 стакан на протяжении дня. Правильно обработанные семена льна, а также семена льна, из которых сделан порошок, можно приобрести на нашем сайте aduiko.com и использовать. Также вы можете купить обычные семена льна, если где-то они продаются, из них высушить, из них сделать порошок и принимать их по столовой ложке на 1 стакан кипятка. После остывания на протяжении дня съедайте вот такой 1 стакан. Такой 1 стакан, съеденный на протяжении дня, существенно и очень активно снижает кислотность желудочно-кишечного тракта, особенно отдела двенадцатиперстной кишки, переднего отдела. И очень рекомендую это делать, особенно в случае, если вы находитесь в состоянии долгов, стресса, судебного производства или каких-либо переживаний за детей или там будущее и так далее. Всегда об этом помните. Далее, для того, чтобы похудеть, необходимо ввести хром. Хром в виде, таком природном виде, хром находится в панцирях крабов и раков. То есть, если взять панцири крабов и раков и их насушить, и сделать из них порошок, и принимать каждый день перед приемом пищи 1/4 чайной ложки, можно разводя в воде, и пить, ну и запивать водой, то это уберет проблемы сосудов, уберет проблемы остеопороза, уберет проблемы ожирения, уберет сахарный диабет 2 типа. Ну и в общем-то очень полезно, потому что помимо всего прочего находится еще и вещество хинин, которое очень полезно для нашего организма, так как улучшает состояние печени и в общем-то позитивно влияет на общий иммунитет человека. Ну и мой препарат моей компании называется гликоцитрохромин. Гликоцитрохромин — это препарат с высоким содержанием хрома. Принимать его необходимо по 1 чайной ложке, можно с водой или без воды, 2-3 или даже 4 раза в день. Вы всегда должны знать, что как только у вас появляется желание кушать, и желание кушать прямо появляется очень мощно, это говорит о том, что именно в этот момент вы теряете жировые запасы. Если человек, который хочет кушать, ест, то он не похудеет. Если человек, который хочет кушать, терпит, то в этот момент у него теряется жировая ткань. Именно поэтому впроголодь ложиться спать хорошо. Именно поэтому на ночь, когда у вас появляется там аппетит и вы очень хотите есть, не есть, это значит быть человеком, который худеет. Именно так мы худеем в пассивной своей жизни. Вот так. И препараты для улучшения работы поджелудочной железы. Первое — это панкрисорб. По 2 таблетки 3 или даже 4 раза в день. Пить чай панкрисорб. 1 столовая ложка на 1 литр воды на протяжении дня. Чай панкрисорб интересен еще и тем, что в его состав входит шиповник, а в нем находится большое количество аскорбиновой кислоты, очень хорошо действует на иммунитет. Фенхель активно улучшает деятельность всей пищеварительной системы, ускоряя метаболизм пищеварительной системы, и потому что у большинства людей он замедленный.
и, в общем-то, улучшает работу поджелудочной железы. То есть раньше вы ели, и эта пища переваривалась там 8 часов или 10 часов. Если принимать чай и принимать чай с фенхелем, то тогда укорачивается период переваривания пищи, потому что активность пищеварительного тракта или перистальтики усиливается, и быстрее пища проходит сквозь пищеварительный тракт. То есть если так у человека обычного 8-10 часов может перевариваться пища, то при использовании фенхеля она может перевариваться за более короткое время. Просто не буду говорить цифры, я не готовился к данному семинару и боюсь быть, наверное, боюсь ошибиться. За какое время или насколько быстро, вот просто ускоряет процесс метаболизма, пищеварения. Не метаболизма, а пищеварения. И каолин. Каолин, который восстанавливает поджелудочную железу, принимается следующим образом. 1 столовая ложка на 2-литровую или 1,5-литровую бутылку теплой воды взбалтывается, и на протяжении дня, взбалтывая то, что там находится в бутылке, все 1,5 или 2